Всем привет, всем доброе утро. Сегодня уже 30-й день нашего путешествия по Ликийской тропе. Сейчас мы находимся между Георгиевским каньоном и Анталией. Переночевали ночь довольно спокойно. Сейчас собрали уже лагерь, палатку, уже позавтракали, попили кофе и сейчас будем выдвигаться. Сегодня нам предстоит пройти 15 километров до следующей деревни, где есть источник воды. Сегодня подъем составляет где-то около 300 метров и спуск еще 1400. То есть переход будет тоже такой непростой сегодня. Но в любом случае спуск это немного проще и быстрее, чем подъем. Много воды сейчас с собой не потащим, потому что на спуске не так много пьешь, как на подъеме. Вот и, возможно, получится как-то побыстрее этот участок преодолеть. Потом заночуем возле той деревни, где есть вода, и останется марш-бросок до Анталии, всего 10 километров. Там будет небольшой подъем и такой же небольшой, в принципе, спуск. Все, сейчас будем выдвигаться. Погнали. Так, прошли 600 метров, которые вчера не дошли. Вот здесь указатель имеется, есть даже урна. Вот источник воды, там типа туалет заброшенный, ну такой выгребная яма без канализации, без всего. Там выше и кострища есть, такие как настилы, получается, прям новые, на которых можно палатку поставить деревянную на возвышенности от диких зверей. Ну, что-то похожее пытались здесь оборудовать, какую-то туристическую точку, для чего конкретно не понимаю, не знаю. И тут сейчас буквально дальше уже вот деревня будет. У нас еще сегодня будет смотровая точка какая-то офигенная, на нее выйдем, посмотрим, поснимаем. Вот, и все, нам, в принципе, еще 15-ку надо пробежать. Погнали. Этот участок тропы пока что нас радует. Он такой больше как прогулочный. Идешь как просто по хвойному лесу, гуляешь по хребту горы. То есть, ну, небольшие подъемы, небольшие спуски. Ну, довольно ровно так относительно по сравнению с тем, что вот мы вчера видели. И там до этого мы ходили подъемы ужасно. Вот, и виды очень красивые, прям не жарко. Идешь по тени в лесочке и как бы... Ну, из-за того, что нет таких подъемов, так много воды не пьешь. Как бы из этого воды меньше взяли и довольно быстро и бодро движемся. То есть уже двушечку пробежали. Вот. Сейчас через 2 километра еще будет viewpoint. Выйдем на него, посмотрим, какой вид с него открывается. Там, в принципе, потом еще немного пробежим. Там уже будет обед, самая жара, где-то остановимся, там пару часов. Пообедаем, отдохнем, наберемся сил и все, и потом уже побежим. Там основной спуск как раз начнется. Да, сегодня спускаться как бы тоже немало, там 1300. Вот, наверное, основное веселье начнется там. Сейчас-то пока вроде относительно ровная дорога. Здесь участочек начался такой немного посложнее, тут чуть покарабкаться пришлось. Вот, деревья упавшие, камни, крутой склон, по которому можно съехать вниз. Здесь сыпучие камни. Но в целом пока нет особо подъема. Ну так, небольшой может быть. Где-то спуск, где-то подъем. А вон там вообще уже горы такие песчаные, на которых прям растительности даже нет. Не знаю, высота либо такая большая. Прикольно. Вот мы сейчас почти на полторашке, да, где-то 1400. То есть там где-то около двушки должно быть, наверное, да? Вот здесь такой ковер прикольный. Интересная штука. Я ее боюсь, она как будто живая. Станешь туда, все, тебя засосет. Все может быть.
Да, первый раз такую фигню видим здесь, на Ликейке. Сегодня 2% зарядки. И остался один аккумулятор. В принципе, одного аккумулятора мне должно на 2 дня хватить. Надеюсь, на сегодня и на завтра. Завтра мы уже должны будем на второй половине дня оказаться в Анталии. По-моему, змея была. Если меня не проглючило. Ну чё, поднялись на viewpoint. Прошли 5 километров. И отсюда открывается вот такой вид. Просто охренеть, высота огромнейшая. Почти 1500 метров. Тут почти 1600. Почти 1600 даже. Сейчас попробую повыше залезть. Вот тут ленточку привязали. О, такая вот штука. Там, туда еще надо залезть, сейчас будет повыше. Ну что, ребята, я практически на 1600 метрах. О, просто охрененный вид. На 360 градусов там. С той стороны позади меня уже Анталия. Осталось прям совсем немного. Вот тут это получается подножие вот горы, где мы есть. Там Гюйнюк и Кемер. Вот. Вчера мы ночевали вот на той горе противоположной. Ну, не прям на ней, там где-то чуть пониже, но в центре. Вот. И нас сейчас... Там еще какая-то деревня. Мы сейчас все это обходим дело. И движемся в сторону того ущелья, в сторону Анталии. Вон она. Как бы из-за дымки плохо видно. Так, спустились с вьюпоинта. Рюкзаки мы оставляли здесь, чтобы их туда не тащить. Все равно нужно было возвращаться обратно. Сейчас чуть-чуть отдыхаем немного. И еще часа полтора до обеда идем. Постараемся до обеда пройти больше половины. Тоже там поедим, отдохнем пару часов, пока самая жара. И уже потом после обеда остатки добьем. Там останется, может, километров, не знаю, 7, может 6. Сейчас смотря сколько успеем еще пройти за полтора часа. Сейчас дальше, по идее, пойдет спуск. Не знаю, какой крутой он будет. Ну, надеюсь, что он будет довольно плавный, чтобы быстрее можно было его проскочить. Погнали. Так, что мы сколько, получается, прошли уже? Метров 200 мы высоты убрали, и еще километр где-то мы пробежали. До места обеда осталось где-то 2,5 километра. Еще, наверное, метров 100-200 мы точно, наверное, 200, наверное, да, уберем высоты. Да. Вот такой вышли какой-то луг с каким-то домиком, что-то такое вообще непонятно. Вот там кемпинг. Ну это похоже, да, на кемпинг какой-то. Остановились на обед. Тут есть недалеко источник воды. Выглядит, конечно, он не особо удобно. Там типа горная река. И там в нее шланг какой-то идет. И со шланга вот вытекает вода. Ну, вот, может, схожу потом сниму. Сейчас вот готовим рис себе на обед. Рис с тунцом будет у нас вот с таким. Оп! Такой вот тунец. Вот, брали еще раньше консервированную фасоль, но таскать ее тяжеловато, она как бы в мокром виде, там в соусе 400 грамм банка, тяжеловато, короче, вот. Проще сварить побольше крупы и, допустим, тунца туда бахнуть. Осталось идти где-то 6 километров и еще спуститься на 800 метров. Это нам до места нашей ночевки, которую мы, ну, примерно приметили. Может быть, еще что-то поменяется. Ну что, ребят, мы пообедали, отдохнули пару часиков. Что-то такая слабость вообще уже. Реально, сегодня 30-й день, сил уже нет.
пополнять запас энергии особо нечем. Хочется прям что-то ужасно сладкого. Крупы уже, короче, не вывозят. Ну, мы сейчас что там, рис с тунцом ели. На ужин у нас тоже рис с тунцом. Хочется прям что-то такого, прям шоколадного, прям капец, прям сил нет. Осталось, короче, 5 километров до места нашей стоянки. Вот, короче, идем по тропе. Тут вот такие виды. Просто спускались, такие, ну, 150 метров спустились и вышли вот на такую штуку. Здесь что-то колючая проволока везде. Вот мы ее и обходили сейчас в данный момент. Вот, короче, вышли вот так. Да, еще 600 метров спуска и 5 километров расстояния. Давайте, удачи нам. Нашли вот такой источник. Хрен знает где просто. В непролазных каких-то джунглях. Тут по тропе по этой вот лезут, тут деревья упавшие. Вообще жесть какая-то. Надо хоть как-то это чуть умыться, вот. Освежиться, и нам еще 500 метров вниз спускаться. И осталось чуть 3,5 километра до конца. Дорога у нас сменилась какой-то очень непролазной хренью. Просто вот такая тропа здесь непонятная. Это мы еще там лезли до этого. Здесь вид прям на Анталию, все, ее уже видно, она где-то там, ну, в 13 километрах от нас примерно Анталия. Сегодня мы уже, конечно, не успеваем, потому что дорога жесть. Там мы сейчас пролезли просто где-то через какие-то скалы, через кусты. Очень неудобный участок был. Здесь вот продолжается, но здесь еще нормально. Это можно спуститься. Ой, падаю. Можно спуститься как-то, а там прям вообще пришлось попотеть, попролазить. Сейчас вот немножко пройдусь, поснимаю эту дорогу. Здесь такой обрыв вниз. Ну, виды, конечно, шикарные. Но вот вторая часть этой тропы что-то прям резко в какой-то момент прям изменилась. Мы там вышли на грунтовую дорогу, с нее свернули, и все, и началась какая-то хрень. Вот тут вот такая тропа. Кусты вот эти колючие, противные. Вот эти вот листья, они очень острые. Они вот как колючки сделаны, они очень жесткие. Они вот еще часто попадают под рюкзак туда, к спине, и начинают колоть вам спину. Но нам, по сути, вон туда и к тем вон, домам с красными крышами, короче. Потом уже в ту сторону и в сторону Анталии. Блин, мы выбрались, это вообще жесть какая-то. Какие-то заросшие кусты, тропы не видно, как будто, ну, по ней никто вообще не ходит. Я не знаю, куда делась тропа, куда делись люди, которые ходили по этой тропе вот дальше. Потому что там до этого шли, прям была хорошая, прям прогулочная дорога, по которой видно, что люди прям постоянно ходят. Тут же вот этот участок вообще как будто никто не ходит. Короче, ну вот вышли на дорогу в деревню. Ну, мы как бы ее обошли, теперь нам в противоположную сторону. Так, тут у нас есть указатель. Дай-ка сниму. У нас есть указатель. Гиделер. Сегодня мы там ночуем. Он говорит, что осталось до него 2,9 километра, но он врет. Осталось меньше. Ну, по крайней мере, до нашей точки ночевки. Вот, а мы пришли вот с этих точек. 9,9, 5,9. Откуда-то оттуда. Теперь нам дальше туда. Осталось чуть-чуть. Короче, недолго мы радовались. Уже такая вот дорога на протяжении не знаю скольких метров. Опять куда-то она свернула. И вот такая фигня. И непролазные джунгли, колючки, скалы, камни, прям крутые спуски. Листва, это ноги по ней едут. Короче, такое себе. Мы практически движемся на одном месте. Что вроде идем, а оно расстояние не уменьшается из-за этого. Из-за того, что слишком медленно идем. И вот чуть на колючке не повесился вот на этой. Короче, жесть. Все за штаны цепляется, за одежду. Короче, очень неудобная трасса началась. Оп. Оп. Рюкзак за все цепляется. Оп.
Ну, тут еще более-менее, как было бы, там было намного страшнее до этого. Ну, то ли еще будет, я думаю. Нам еще 270 метров вниз надо потерять. И вот просто, что это, куда это? Какие-то кусты, дорога. Вот. Просто сейчас ползком с этим рюкзаком лезть, чтобы он ни за что не зацепился. Просто джунгли какие-то. Ты как? Нормально. Да, еще идти показывает около часа, но я что-то сомневаюсь, что мы за час доберемся. Всего лишь 2 километра. Блин, мы сегодня за час пролетали, там, я не знаю, ну, около 5, наверное. Ну, может, меньше. А тут сейчас 1 километр, 2 точнее идти. Час. Короче, такое себе. Заросли вот эти, колючки. Не знаю, передает ли камера спуск, но это все спуск. Приходится как бы оттормаживаться. Еще все это под ногами едет. Че такое? Вышли. Куда мы вышли? Ну, по крайней мере, из вот этого вышли. Ну, я не знаю, что там дальше будет. Я тоже не знаю, но из этого вышли. Ну, я надеюсь, что сейчас более-менее дорога нормальная пойдет. Ну, все равно такой спуск. Камушки теперь такие вот начались сыпучие, которые из-под ног едут. Ну ладно, что, вырубаю камеру. Увидимся, скорее всего, наверное, на источнике теперь. Так, господа, мы дошли до деревни, нашли источник воды. Вот тут там колоночка, ну, как обычно, фонтанчик питьевой. Тут же типа палаточка, тут же купили хлеб. Сейчас будем готовить сразу здесь ужин. Поужинаем, сразу помоем посуду, потому что, ну, здесь поставить палатку негде. И пойдем дальше искать себе уже место под палатку. Вот сейчас время уже, наверное, 7 час. Да, 6 часов, 7 час начался. Сейчас отдохнем, поедим и решим. Либо идем дальше, там ставим где-то палатку, либо возвращаемся чуть-чуть назад в лес и ставим палатку там. Ну, пока что сейчас кушаем и отдыхаем. Всем привет! Сегодня 31 день нашего путешествия по Ликийской тропе. Вчера мы заночевали вот в таком месте. Сейчас уже собираем палатку. Возвращаемся сейчас в деревню. Мы вчера как бы там поужинали и чуть-чуть вернулись назад в лес. Потому что больше нигде палатку поставить было нельзя. Сейчас возвращаемся обратно в деревню к источнику. Там будем готовить завтрак. Так, ребят, выдвинулись после обеда из деревни Гелидер. Или как она там правильно. Идти нам, короче, 9 километров где-то до Анталии. Это наш все последний отрезок. И финиш нашей Ликийской тропы. Сегодня дойдем. И все. И будем отдыхать. Сегодняшний вечер на пляже Анталии. Будем купаться в море. Хотим купить арбуз. Будем кайфовать. Но переход еще не особо простой, потому что где-то 400 метров будет подъема, нужно набрать высоты, и где-то 700 спуска. Это довольно такое нехилое испытание, но это наш как бы финишный вот этот рывок, и мы его переживем. Сейчас уже прошли где-то, наверное, километра 3, осталось там около 7. Короче, вот так. Потихоньку эти высоты уже уходят, что идем то вверх, то вниз. Сейчас поднимаемся вверх опять. Вот, и там уже осталось меньше. Так что, в принципе, через несколько часов мы уже будем на пляже Анталии. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah.
Now once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Короче, тут у нас очень красивые эти горные, что-то между косулями и, ну, вот эти бараны, короче, как козероги, с такими огромными рогами. Целое стадо проскакало, и он стоит один. Не знаю, камера не передает, но этот с маленькими рожками. Походу, там эта девочка, и там у нее маленькие детки, вон они, как оленятки такие. А такой вожак с огромными рогами такими. Ой, увидели, все, убежали. Короче, вот, остановились на обед. Осталось идти 3 километра. Подъем почти весь уже преодолели. Вот сейчас мы поедим лапшу быстрого приготовления. Осталось подняться вот 40 метров последний, и пойдет спуск. Короче, все, до Анталии уже. Там 300 метров спуска, ну, вниз. И вот расстояние 3 километра там с лишним. 3250, по-моему. Сейчас чуть подкрепимся, передохнем. И там за час добежим. Вот нам открылся такой вьюпоинт. Осталось нам где-то там меньше 2 километров. Вон дорога внизу, уже машины ездят. И пляж вон он. Короче, мы сейчас вон там чуть-чуть левее. Скоро соединимся с этой дорогой. И уже будем на окраине Анталии. Так, обогнули гору. Остался вот последний рывок, 1,5 километра. Море уже вот. Уже спускаемся вдоль него. Вот тропа наша. Какие изменения чувствуются после того, как спустились с гор. То, что здесь охренеть какая жара. Время тут обед, около 12. Просто, наверное, на улице уже градусов 40. Вот мы сейчас 3 дня были в горах. Уже немного от этого отвыкли. Там было довольно комфортно. Вот перед тем, как подняться, тоже там внизу в Кемере было там 38, по-моему, да, было? Вот, да, 38 градусов было. Вот ушли в горы, стало нормально. Сейчас снова спустились, вообще просто такое пекло. Уже вода, кстати, кончается. Там что-то осталось меньше пол-литра у меня. Надо дойти до источника воды. Ну вот, господа, собственно, и все. Уже виднеется Анталия. Вон там доки внизу и вон сам город. Осталось совсем чуть-чуть. Так, шли по тропе. И тут турки все повырубили. Короче, разворотили дорогу. Тут был лес. Вот тропа идет. И тут непонятно, куда она дальше идет. Все уничтожено. Ну, типа вон. Нет, может быть и пожар был. Горелые. Да хрен его знает. Нет, не пожар, наверное. Что-то куда-то они дороги прокладывают, что-то расширяют. Ну вот. Все виды от Ликийской тропы портятся местами. Вот этим варварством, короче. Теперь придется, наверное, спускаться на эту дорогу и идти по ней. Потому что уже нет возможности идти по нормальной Ликийской тропе. Все переворотили. Она вот тут где-то по кромке идет. Ну как раз. И, видимо, это уже произошло совсем недавно. Вон она, Анталия. Сейчас поднимусь чуть повыше. Ну, тут все вот так вот разворотили. Такое мы видели как раз в Кемере. И вот там в лесу тоже вот на сегодня утром тоже на участке было такое. Вон на Анталии. В море всякие корабли. Такая красотень. А вот уже и парк видно, в котором сегодня мы думаем заночевать, если получится. Если не получится, то уйдем, ну, вот в эту сторону, правее немного, вдоль пляжа, где-нибудь там в самом конце. Но я думаю, проблем не будет палатку поставить. Там вот паркинги какие-то есть, там деревья. Да, между деревьями там можно будет где-то встать. А завтра уже пойдем туда в центр. Сняли там уже апарты. Сегодня мы как бы еще на пляжике почилим. Завтра заселимся в апарты, переночуем нормально, помоемся, отдохнем, скинем рюкзаки. Чуть пройдемся, погуляем по Анталии нормально вечером, без рюкзаков, без всего. И на утро стартанем уже обратно в Стамбул.
Что такое? Наскальная живопись. Непонятно. Тут вообще дальше интересно. Тут чуваки дорогу перекопали. Вон экскаватор копает. Пришлось прыгать вот эту траншею, короче. И вот сейчас будем там как-то пробовать вылазить, чтобы нас ковшом не убили. Чтоб нас выпустили. Тут осталось вообще чуть-чуть дойти. А тут под конец такой сюрприз, просто дорогу нам перерыли, чтобы мы не спустились. Подскакиваем. Подскакиваем. Поехал за нами. Ну пойдем вниз. Ну все, мы практически спустились. Он не решил опять загонялся. Не знаю. Все, вот дорога. Спуск. А, ну вот перекресток. Мы по нему идем, вон переходим реку и все. Все у нас окей. Так что такой у нас завершающий этап. Уи, ребята, наконец-таки мы все. Мы завершили ее. Вот они, эти ворота. Ворота и выход в город. Все, мы на свободе. Нас отпустила Ликийская тропа. Наконец-таки. Вот метки последние. Все. Больше их не будет. Уи! Как ваши ощущения? Мы дошли. Мы это сделали. 31 день. 31 день пешком, с палаткой. Не знаю, что. И нигде не проехали ни дня, ни одного участка, ни на автобусе, ни автостопом. Мы просто всю дистанцию прошли пешком. Попозже промерю через приложение, сколько именно мы прошли. Так сложно прикинуть, но больше 400 километров точно. Где-то вдоль побережья, где-то через горы, там с наборами высот, со спадами. Все как бы там не так просто. То есть, ну где-то местами, да, там обходили сложные участки по шоссе, ну там как бы это немного мы обошли. Вот. Везде с палаткой, ночевали один раз в кемпинге, и то в своей палатке, потому что мы еще тогда не научились заряжать телефоны где и как. Потом мы уже научились, что можно в кафешках ставиться, в магазинчиках. Все, и больше мы кемпинги не брали. Вот. Нигде в кафешках тоже не обедали. Ну, кроме одного раза, наверное, в Каше, когда у нас был день отдыха. Все, остальное время готовили сами на горелке. Все по хардкору, по полнейшему. Просто 31 день пешком с огромными рюкзаками. Все тащили на себе. Палатку, еду, воду. Короче, прям вообще полный фарш. Встречали людей, которые идут там какие-то маленькие кусочки или там какие-то участки перепрыгивают на автобусе. Там, не знаю, ночуют в кемпингах, там не носят с собой тяжелые рюкзаки, там палатку не тащат. Ночуют там где-то в отелях, в апартаментах. Мы выбрали самый сложный путь, мы самые отмороженные. Вон летит вертолет. Встречает нас в Анталии, потому что мы завершили Ликийскую тропу. Не надо, ребят, не надо, мы сами дойдем. Да, это уже нас искать, наверное, вылетели, потому что нас 31 день не было. Что, зашли в магазинчик, взяли себе арбуз, хлеб, сейчас еще возьмем айран и мороженое. Такая нелегкая жизнь туристов, или как, путешественников, точнее, сидим просто возле магазина, на жопе, на коврике, едим мороженое, взяли хлеб, сейчас еще будем с айраном здесь есть, арбуз взяли. Сейчас пойдем на пляжик, будем там арбуз кушать. Просто офигенно. Что может быть лучше в 40-градусную жару сидеть вот так возле магазина на коврике и пить айран с хлебом. Люди просто мимо проходят, они завидуют, реально. Улыбаются так по-доброму. И завидуют. Короче, пока мы тут сидели возле магазина, ели айран с хлебом вот здесь. Ну, коврик еще здесь был расстелен, я его убрал уже. Кто-то здесь нам, короче, уже из проходящих людей положил 4 лиры. Короче, забавно. Ну, блин, мы выглядим, в принципе, не как бомжи, видно же, да? Видно, что мы путешественники просто, да? У нас тут огромные рюкзаки стоят, туристический коврик расстелен. Типа у нас там вот камера, у меня лежит там телефон, у нас там у всех часы электронные на руках, типа, ну грязные немного. Ну,
Я не думаю, что да, это было воспринято, что мы какие-то бездомные. Ну, просто, может, кто-то захотел так сделать там подгон. Типа, ну, не знаю. Может, это, кстати, и лежало. Я, может, до этого не видел, но вот я сейчас встал, смотрю, лежат деньги. Короче, интересно. Добрались до пляжа, искупались уже в море, приняли душ. Вот, сейчас заняли столик в парке, кушаем арбуз. Вот. Думаем где-то здесь, наверное, заночевать, если получится. Пробовали поставить телефоны на зарядку, короче, не поставили. Так, ушли немного подальше в парк, где людей поменьше. Вот поставили уже себе палаточку, отдыхаем, лежим. Сейчас будем пить чаек. И, наверное, на этом будем заканчивать нашу линейку про Ликийскую тропу. Все-таки она закончилась, мы ее успешно прошли. Заняло у нас это 31 день. Будет у нас еще следующая рубрика, получается, послезавтра мы будем двигаться автостопом. Никогда этого не делали, будем пробовать первый раз. И, наверное, отдельно будет видео про это, как мы добираемся из Анталии в Стамбул. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Дальше будет еще много интересного. То есть это не крайнее наше путешествие. Поэтому всем, кто досмотрел до конца, всем спасибо. И на этой ноте мы заканчиваем. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. Ссылки я оставлю в описании. Если хотите поддержать наше путешествие финансово, реквизиты тоже оставлю внизу. Всем до новых встреч!